Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать милашку утенка в пасхальном яйце. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Картинку я перенесла заранее с помощью пергамента. Здесь, как и в предыдущем видео, важно, чтобы утенок поместился на прянике. А то, что форма яйца с изображением не совпадает с формой пряника, это не страшно, это можно подкорректировать вручную. Заливку, как всегда, начинаем с отдаленных элементов. Это туловище утенка и внутренние части яйца. Пряник я покрыла глазурью жидкой консистенции кистью очень тонким слоем, только для того, чтобы перенести картинку. Вы можете покрыть пряник любым способом. Залить полностью айсингом, покрыть с помощью мастихина, как вам больше нравится. Глазурь у меня в консистенции 20 секунд. В описании есть ссылка на видео с рецептом пряников и рецептом глазури, про консистенции глазури, как перенести картинку на пряники и другую полезную информацию. А также есть ссылка на плейлист со всеми моими видео к Пасхе. Для этого пряника я использовала глазурь белого, розового и оранжевого цветов, красители фирмы Топ Декор и Криама. Не забываем, что смежные элементы заливаем, когда на соседних глазурь уже подсохла. Все неровности исправляем шилом, зубочисткой или чистой влажной кистью. При заливке этого пряника можно не выделять изначально на туловище место для клюва, а залить туловище полностью, так как клюв делаем поверх туловища и головы. Я изначально не планировала делать клюв сверху, поэтому и я выделила эту часть, но получилось очень хорошо в итоге. Комментарии, лайки, подписка – все это ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, поддержать канал, помочь в развитии, в приобретении материалов для пряников, для бесплатных уроков, то ссылка есть в описании под видео. Также хочу напомнить вам про очень полезные и интересные видео, которые я снимала в прошлом году к Пасхе. Ссылки на эти видео, весь плейлист к Пасхе будет в описании под этим видео. Посмотрите обязательно.
Примерно через 5 часов после завершения заливки можно расписывать пряник красителями. Красители можно разводить чистой водой, водкой или смесью воды и водки. Водка быстро сохнет, весь спирт всегда испаряется с поверхности пряника, поэтому использование водки безопасно. В этот раз на яйце я рисую цветы. У меня цветы белого цвета. Если вы хотите сделать их другого цвета, то обязательно смешайте цветной краситель с белым красителем, чтобы цвет не был прозрачным. Контуры утенка я делаю коричневым цветом, у яйца синим цветом.
Вот такой чудесный утенок в пасхальном яйце у меня получился, мне очень нравится этот пряник. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме или ВКонтакте, делитесь своими работами, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!